Если вы не живете в США, то никогда не открывайте LLC, а только корпорацию. Споры о типах компаний для тех или иных задач могут быть вечными. Но сегодня мы поставим точки над «и» в ситуации, когда владелец будущей компании, первое, не живет в США, второе, ведет удаленный бизнес, и третье, хочет остаться скрытым для американской налоговой службы, но настолько, насколько это возможно. Привет, меня зовут Антон Чехов, я фаундер компании eDeal. Мы занимаемся открытием бизнеса в США уже почти 5 лет и открыли сотни компаний. Мы помогаем бухгалтерскими и юридическими вопросами, помогаем сдавать налоговые декларации и делаем налоговое планирование. Но об этом немного позже, и самому внимательному, тот, кто смотрит видео до конца, мы подготовили специальный промокод. Если вы его найдете и введете у нас на сайте, то он существенно снизит ваши издержки на будущие услуги бухгалтера, юриста или на регистрацию компании. Поехали! Сначала поговорим про доводы специалистов из интернета. LLC – это ООО. Нет. Это скорее индивидуальный предприниматель, то есть ИП на наш русский или украинский мотив. Второе. LLC может потом выбрать тип налогообложения и решить, как платить налоги. Да, это верно, но не для иностранцев. Расскажем сегодня чуть-чуть позже. Третий миф связан с корпорациями. Корпорации имеют двойное налогообложение, и это только для крупных бизнесов, а вам не надо. Так говорят в интернете. Это утверждение также не совсем верно. Двойное налогообложение действительно есть, но размер налогов зависит от того, кто ваш бухгалтер. Во многом от бухгалтера будет зависеть, как вы оптимизируете свои налоги, насколько правильно вы подготовите отчеты и сделаете буккипинг. То есть упакуете все доходы и расходы. Мы этим занимаемся много лет и знаем в этом толк, так что обращайтесь. Поэтому это тоже миф. Давайте разберем типы компаний по порядку. LLC – это Limited Liability Company, то есть общество с ограниченной ответственностью. Это юридическое лицо, больше похоже не на ООО в нашем понимании, а на ИП, то есть индивидуального предпринимателя. LLC может быть single member, то есть с одним владельцем, и с двумя и более владельцами, партнерами, тогда это partnership. Основной характеристикой такого бизнеса является тот факт, что LLC сама по себе не платит налоги самостоятельно. Налоги платит ее владелец, а в случае с партнерством каждый из партнеров. Это действительно больше похоже на индивидуального предпринимателя. Если же владелец в нашем случае не имеет индивидуального налогового номера в США, SSN, ITIN, то при подаче первой налоговой декларации нужно заполнить дополнительную форму, оплатить услуги заверения копии паспорта у лицензированного специалиста и запросить этот самый ITIN номер. В этом нет ничего сложного, но это дополнительная плата, и бухгалтера обычно об этом не говорят. Кстати, на нашем сайте есть подробная таблица для сравнения типов компаний на русском и английском языках. Я вижу тут две проблемы. Первая проблема – это затраты. У нас эта услуга стоит $500, и это, как я сказал, дополнительные затраты. Вторая проблема. Вы становитесь американским налогоплательщиком, имеете налоговый номер и потенциально становитесь максимально открытым для американской налоговой службы. Вас легко проверить, платили или не платили налоги в прошлом. Регулярные утечки данных дают возможность налоговой службе вашей страны узнать, имеется ли у вас бизнес в США. Даже в так называемых закрытых штатах есть публичные базы данных о владельцах компаний. Этим пользуется налоговая Россия, например. Но об этом немножко позже расскажу. Возвращаясь к необходимости получать ITIN при открытии LLC. Можно ли это назвать проблемой или недостатком? Наверное, да. Ведь при открытии корпорации, когда мы в большинстве случаев рекомендуем открывать корпорации, таких сложностей просто не возникает. Сторонники открытия LLC вам скажут, что LLC может подавать налоговую декларацию как угодно, как single member LLC, и как partnership, и как S-Corp, и как C-Corp. И это действительно так. Любой бухгалтер вам подтвердит мои слова, и в интернете вы найдете статьи на эту тему. Но спросите грамотного бухгалтера, а лучше CPA, Certified Public Accountant. У нас, кстати, на сайте можно записаться на бесплатную консультацию, и при вводе промокода eDeal вы получите специальную скидку на наши услуги. Так вот, спросите CPA, можно ли подавать отчет по форме 1040NR без дополнительных форм. И тут выяснится один очень важный и интересный момент. Если вы не живете в США и имеете хотя бы одну транзакцию со своей компанией в год, что угодно, займ учредителя, выплата дивидендов или компенсации, то вы обязаны, повторяю, обязаны подавать форму 5472. Загуглите, что это за форма. Продолжаем рассуждать. Форма 5472 не является отдельной формой и привязана к форме 1120. А это налоговая декларация корпорации. Если вы регистрируете корпорацию, то подаете просто форму 1120 плюс 5472. А вот если у вас LLC, то сначала 1040 NR и потом 1120 и 5472. И к тому же нужно получать ITIN. Это всегда дороже и сложнее. Вы скажете, что я топлю за корпорацию. Верно. Корпорация для иностранцев – это C-Corp. Прошу не путать с S-Corp, она для жителей США.
C-Corp с иностранными владельцами подает только одну основную форму – 1120 плюс 5472. При регистрации корпорации не нужно получать ITIN в обязательном порядке, можно быть закрытым для американской налоговой службы, можно продавать свою долю и в целом компанию хоть каждый день, привлекать инвестиции и так далее. Как я сказал ранее, у LLC таких функций просто нет. Часто нам задают вопрос, можно ли не подавать форму 5472, если операций не было или они минимальны? Да, конечно, можно. Правда, отсутствие этой формы 25 тысяч долларов единовременно. Если ваш бухгалтер не сказал вам об этом или, не дай бог, не подал эту форму, то в любой момент, даже спустя несколько лет, может прийти нотис с требованием оплатить. Мы сталкивались с такими ситуациями много раз, даже тогда, когда компания не вела деятельность и подавала другие формы, любые. Вывод: отбиться от такого штрафа очень сложно. Так что лучше это подавать, но это наш совет. А вы знаете, что может быть хуже, чем регистрировать LLC для нерезидентов Соединенных Штатов Америки? Правильно, зарегистрировать партнерство, или это называется LLC Partnership. Сейчас расскажу почему. Если в корпорации может быть 2 и более учредителя, они могут ежедневно продавать свои доли друг другу, то в случае с LLC все немножко сложнее. Такое партнерство сначала подает свою декларацию 1065 для LLC, потом аналог формы 5472, и мы говорили, да, что 5472 это для корпорации, но в случае с партнершип это 8804 или 8805. И платят, собственно, налоги. Это заплатил LLC. Потом каждый из партнеров получает форму K1 и потенциально должен подать еще и форму 1040NA. Все очень просто и логично, когда ты живешь в США, но когда ты не резидент, 1065 плюс 8804 или 8805 плюс K1 и, возможно, 1040NR. И это уже слишком много, не правда ли? Замечу, что мы не говорим сегодня про стоимость такой работы, но мне кажется, вы сами видите, что такая работа куда сложнее и затратнее. Могут ли быть нюансы? Да, конечно. И самый главный нюанс заключается в соглашении об избежании двойного налогообложения с разными странами. Сколько стран, столько и нюансов. И тут вытекает вполне законный и резонный вопрос. Зачем вам все это, если можно сделать все намного проще, дешевле, я бы сказал, даже правильнее? Если же вы боитесь двойного налогообложения для корпораций, подпишитесь на этот канал, и мы сделаем видео на эту тему и расскажем много разных нюансов. А я хочу напомнить, что самые выгодные пакеты на регистрацию компании в США на нашем сайте, и у нас они самые полные. Никто не предлагает такой набор уже включенных услуг. Мы бесплатно и платно консультируем по многим бизнес-вопросам в США, так что обращайтесь. А с вами был Антон Чехов, и я буду рад вам помочь на любом этапе. Пишите, пожалуйста, здесь комментарии и записывайтесь здесь, как я сказал, на бесплатную консультацию. И до встречи, до новых встреч. Пока.